Добрый вечер. Здравствуйте, рада вас всех видеть. Здравствуйте, ТикТок. Здравствуйте, YouTube. Суббота, вечер, прогноз. Так, мои хорошие. Ну что, пока мы еще начинаем с водолейчиков, пока со следующей недели это у нас уже рыбки будут. Теперь смотрите, так как я на следующей неделе уже достаточно занята, вполне возможно, что либо я в четверг выйду, либо это будет в записи эфир. Вот то же самое касается и через недельку. Просто чтобы вы знали, да, то есть я думаю, ничего страшного, если у меня немножечко так... Видео будут выходить, видео каждый день будут выходить, поэтому вы не переживайте. По крайней мере, я не исчезаю совсем. Так, добрый вечер еще раз. ТикТок, большая просьба. Стучите. Все. Итак, так, Наташа, тебя закрепляем. Все. Итак, мои хорошие, начнем. Кто еще, кстати, на Матрикс не записался, да, поторопитесь. Уже на следующей неделе будет этот эфирчик, семинарчик. Да, Казахстан, привет, всем привет, кто заходит. Нет, сейчас я поудобнее сяду. Итак, водолейчики, начинаем с вас. Смотрите, стоите сейчас на перекрестке, так называемом, не на перекрестке, на расходе дорог. То есть стоите как перед выбором, да, на какую дорогу как бы выйти, прям топчетесь. То есть движения еще нету, вы как топчетесь на месте просто-напросто. То есть делаете выбор. Сейчас, секунду. Что-то у вас руки трясутся, то есть есть какие-то переживания на данный момент. Хочется романтики, хочется тепла, хочется романтики какой-то вот такое, знаете, проявление такое. Эх, сейчас бы большой светлой любви, понимаете, вот это состояние такое идет. Сейчас посмотрим, что у нас тут на картах интересного покажут. Смотрите, в принципе, все в ваших руках. То есть вы можете прекрасно даже держать в руках ситуацию, то есть можете выбрать любую дорогу, которую захотите. Но опять же, стоите пока на месте, топчетесь, не знаете, куда дальше двигаться. Переживаете, есть определенный страх. Есть страх того, что разрушите. Смотрите, здесь вы ничего не разрушите, тут такого ничего нету. То есть идет просто, что могут быть какие-то новые начинания, как бы в то дело уже, которое вы имеете, либо занимаетесь чем-то. То есть вы туда будете вносить просто новое. Поэтому бояться здесь нечего, только вперед. С середины недели где-то начинается как раз у вас движение, то, которое нужно. Единственное, тут вот показывают молодых людей. Молодые люди, пожалуйста, свой эгоизм куда-нибудь припрячьте. Чуть не сказала, блин. Да, куда-нибудь припрячьте, потому что молодые люди у нас будут тут немножко свой эгоизм выпускать. То есть они будут себя чувствовать одинокими, они будут доставать всех, то есть вот и усталость какая-то у них, то есть здесь куча. У всех остальных, то есть здесь достаточно нормально все. То есть выбор сделаете правильно, пойдете хорошо. Дальше. Спасибо, мои хорошие, за рыб и стрельцов. Лаймон чили. Вау. Смотрим. Опять дорога. Боитесь быть обманутыми, боитесь, что у вас ничего, вот здесь только страхи ваши показывают. То есть нет вот такого движения именно в начале недели, только показывают ваши страхи. Что можете остановиться, никуда не двигаться, если, в принципе, потерять то, что и так уже есть. То есть мы этого не делаем, мы ничего не боимся. Если не попробовать, ничего никогда не получится. Итак, с середины недели на самом деле идет открытие, достаточно легко все будет даваться, хватать будет сил на установку себя, на установку своей ситуации, очень и очень ровно. К концу недели могут быть такие, знаете, ну, как бы будете довольны с одной стороны с собой, с другой стороны будете считать, почему время потеряли, понимаете, вот это вот. Поэтому здесь вперед. Я не делаю погодушки. Это не ко мне. Так, теперь смотрим, что нам еще подскажут для водолеев руны. То же самое. Найдите себе какую-то инспирацию, то есть найдите себе вот этот огонь, да, и не бойтесь этих дорог, которые открываются, потому что, в принципе, эти дороги могут принести вам деньги, весьма неплохие. Финансы. Середина недели прям хороший подъем идет, там идет прям вот
как по маслу, как говорится, да, то есть вот хороший взлет. Так что финансы все нормально. Здоровье, давление будет скакать, прям на глаза сразу начинает давить. Показывают высыпание на лице, то есть, так что смотрите, это может быть либо вирусное, либо кто-то в переходный возраст у нас вступает, да, но у нас это нормально, поэтому здесь будьте аккуратнее тоже с лицом со своим. Плечо, вообще показывают на правое плечо, то есть, что такое ощущение, как будто как от удара. Вот именно боль, как от удара бывает, так что будьте просто поосторожнее. Так, оракул для вас. Хоть не раскладывай, как говорится. Смотрите, то есть вот этот хаос, который в начале, да, то есть непонимание того, куда двигаться, то есть как разложить все по полочкам, что сделать для этого. Но что у нас происходит? Середина недели- это уже опять происходит того, что соединение с самим собой, то есть соединение, ровность, понимание, движение и так далее, да. И конец недели, здесь идет такое удовлетворение, в принципе, собой, я бы сказала. То есть, контакт налажен, движение есть, все отличненько. Дальше смотрим. Рыбки. Рыбки, а вас вообще показывают по какой-то, как по улице идете, и знаете, когда гирлянды на улице висят, как зажигаются, но это не вот эти вот новогодние гирлянды, а для меня как лампочки, вот как идут зажигаются. То есть, с одной стороны, да, конечно, можете там гулять по каким-то улицам, где вот такие вот лампочки висят, но другое для меня, вы как будто вот проходите, и свет этот постепенно зажигается. То есть вы как делаете шаг и свет, понимаете? То есть это вот как реализация для меня. То есть поход неизведанное, и при том это неизведанное сразу открывается. Тоже у вас, смотрите, есть какой-то определенный страх, то есть перед неизвестностью, перед будущим. Ну и там показывают просто как яма, и вы не видите вот этот мостик, то есть как соединяющий. Да? Ну здесь, притом, кстати, вот тут может быть картинка двоякая, опять же, да, двойное быть. То есть то, что вы не видите вот этот вот ход, но все равно двигаетесь. То есть потом просто понимаете, что вы твердо стоите на ногах, да, то есть никуда вы не падаете. А с другой стороны, это может быть потому, что слишком явная картинка, то есть что вы действительно будете гулять по таким местам. Перелистываете страницы. Изменение в вашу жизнь идет очень хорошее, потому что перелистываете страницы. Это здесь, как не сказать, что новое что-то начинаете, но, как книгу, когда перелистывают, то есть опять что-то открывается новое. Я так бы сказала. Так, сейчас смотрим, что у нас тут по картам для вас, рыбки. Так, смотрите, сразу говорю, что противопоказано. Если в середине недели вы собираетесь заниматься какими-то бумажными волокитами, то есть все, что с бумагами связано, администрациями, то здесь будет бесполезно, то есть только просто время потеряете. Вот, а в начале недели там идет гармония с собой, то есть идет уравновешенность, это одно, да, в конце недели вы идете в соединение, то есть это могут быть новые контакты, это могут быть встречи какие-то личные, то есть здесь идет прям в соединение, очень и очень хорошо. То есть, скажем так, отказываемся от какой-то волокиты на этой неделе, то есть для того, чтобы больше с собой позаниматься. Дальше смотрим. Пожалуйста, то есть смотрите, вот именно начинать что-то для себя прекрасно, то есть куда-то вот двигаться. Если вы еще совместно с кем-то начинаете, это с какими-то какие-то дела, связанные с друзьями, тоже вообще будет обалденно все. Вот. Прям в этом плане все хорошо. Теперь смотрите, в конце недели здесь идет такое, что вы можете начать заниматься, либо познавать что-то новое, интересное достаточно. Середина недели больше, лучше для вас будет, если вы просто организовываете встречи, разговоры какие-то, поболтушки там, ну, куда-то вот ausgehen, вы выходите в люди, как говорится. То есть такое вот, опять же, говорится о том, что здесь нельзя делать никаких таких дел официальных, так как все равно будет бесполезно, только нервы себе потрепите. Советы от рун для вас.
Смотрите, готовьтесь к тому, что будет такая неделя довольно интересная, поэтому в каком смысле? У вас будет, если дела, то есть обратите внимание на то, что вы собираетесь делать. Если будут стоять какие-то препятствия, даже не пытайтесь. То есть вот если вот сам ключи потеряли, надо ехать куда-то срочно, а вы не можете ключи найти. То есть остановитесь, потому что, опять же, говорит о том, что сейчас не время для каких-то огромных дел, связанных с официальным, опять повторяюсь, извиняюсь, но мне это все время показывают. И вы только растратите свои силы. То есть вот эту недельку, пожалуйста, на себя больше. Финансы для рыбок. У вас идет где-то на вторник, идет подъемчик, у вас 2 подъема. Идет на вторник, да, и идет где-то у нас конец недели, это пятница, говорят. То есть вот это вот. Так, здоровье. Спина, как если бы человек долго стоял. Вот, ну, как неровно, неправильно, что ли, вот как спина начинает гудеть прям. Поджелудочная на этой неделе будет сбой. Ам, Язык прикусывать. Показали, просто язык очень сильно можете прикусить. Поэтому поосторожней. Так. И теперь смотрим оракул. Так, не злитесь, пожалуйста, потому что идет такое, что вас могут где-то там, вас будут раздражать какие-то вещи, опять же, это может быть с делами связано, да, то есть раздражать какие-то вещи, и вот этот внутренний зверь у вас вырвется наружу, это одно. Придется кое-какие вещи также отложить, то есть вот, опять же, для меня все равно все официально идет. Отложить, то есть уйти на данный момент в тень. То есть заниматься только, опять повторюсь, своим, что-то у меня одни повторения сегодня, заниматься только своими какими-то личными делами, все. Так что рыбки здесь такое. Так, друзья мои, не забываем ставить лайки. Дальше смотрим. Овны. Большое полотно, которое разрезаете. То есть для меня как материал какой-то, как разрезаете. Двоякое. Первое, здесь двоякое опять. То есть первое, это то, что вы действительно можете заниматься каким-то рукоделием, там, вот, то есть что-то вот для меня как режете все время, притом ножницы такие здоровые, как раньше эти были. Сейчас не знаю, есть или нет, вот портняжные вот такие вот прям. А второе, показываю, как будто свою жизнь разделяете на 2 части. То есть эта неделя будет такая у вас разделений. Так, сейчас следующий кусочек вы показали лекарства. Для меня перебираете лекарства, как перебираете, как сортируете. То есть просто вот этот кусок показали. И еще, овны, немножко есть раздражение, но раздражение вы как будто в вибрации попадать будете все время. То есть это вот как вот люди с негативом проходят мимо, да, и вы вот в этот негатив как попадаете, то есть как не ваше, вас волной сбивает. И на этой неделе, правда, с ключами тоже будьте поаккуратнее, потому что для меня вы как в поисках, прям ищете все время, как не можете понять, куда положили. Кстати, лежит на самом видном месте почему-то. Карты. А вот у вас как раз на этой неделе можно решать дела. То есть у вас все наоборот. Идет такое, то есть если вы в начале недели начнете чем-то заниматься, что вот вам нужно разрешить задачи, там, я не знаю, финансы, сдать налоговую, все что угодно, то есть здесь будет самый оптимальный вариант, это в начале недели. То есть здесь у вас все будет получаться, проблем никаких не будет. Если вы что-то связано с судейскими разбирательствами, тоже вот именно, которые лежат у нас на начало недели, там все будет отлично. Сама середина недели, здесь идут такое затяжное немного, как-то вам будет поднадоедать вообще, вот как-то время будет тянуться странно, то есть такое ощущение прям идет.
идет. Показывает, что прям песчинки, песочные часы, песчинки так падают, знаете, так медленно, медленно. То есть вот это вот. Конец недели хорош для вас для встреч тоже. То есть для, во-первых, уравновешивания, то есть это значит, что если вы в каких-то ссорах, то есть прекрасное время, как раз вот конец недели, чтобы помириться. И для встреч именно дружеских еще, то есть очень хорошо, когда вам будет давать покой внутренний. Не накручивайте себя там, пожалуйста, где не надо, потому что тоже пока что начало недели вы там будете себя немножко накручивать. То есть, возможно, какие-то небольшие ссоры, споры, то есть, но такие небольшие совсем, то есть ничего страшного здесь нету. А потом дальше идет такое, что вы будете опять двигаться ровно, то есть вы будете доделывать свои дела все, встречи с друзьями так и стоит здесь тоже все как хорошо. И смотрите, понаблюдайте за концом недели, потому что в конце, возможно, интересные предложения вам поступать, как подарок судьбы. То есть это приглашения определенные, то есть либо поменять там работу на более интересную. То есть вот эти приглашения могут приходить. Ой, чуть не уронила. Теперь советы от рун для овнов. Если вас сейчас на данный момент что-то гложет, то есть вы как больше себе придумываете это, переработайте ситуацию, то есть взвешьте, что вы ничего не можете изменить, то есть в том, что уже произошло. Здесь интересно именно какой-то ситуации, которая уже произошла, что вы ничего не можете изменить, и надо просто найти свою гармонию и двигаться дальше. Такой совет от рун. Финансы. Подъем на эту же неделю, на конец недели идет подъем, и очень хороший. В начале недели вот здесь идет у меня вторник, показывает самую такую низкую точку, там что могут быть какие-то растраты. Здоровье. Голова кружится, болеть прям начала резко, то есть это вот головные боли. Сейчас. Такое ощущение, как будто, знаете, вот когда в ухо вода попадает, вот как стоите, вот так вот дергаете головой. И колено тоже хлопает по колено, то есть бедро и колено, то есть прям тянет, болит. Окей. Так, смотрим еще оракул. Да, то есть начало недели вот как раз говорит о том, что где-то будете заморачиваться, где-то задумываться будете достаточно сильно. Смотрите, то есть вам надо ситуацию, которая у вас сейчас происходит, надо ее на самом деле со стороны посмотреть. То есть посмотреть там, где вы ошибались, возможно, да, не винить всех вокруг, то есть потому что здесь может быть даже вы что виноваты в том, что происходит. Вообще, вот с самой неделе будете, как бы там ни было, вы будете довольны, потому что она вам даст определенную энергию, которая вот поднимает. И очень неплохо. Дальше идем. Тельцы. Тельцы, ощущения у вас, мне говорят, я в домике. То есть это как будете пытаться спрятаться, то есть закрыться от всех. Вы понимаете, следующий момент, это был вот пока деревянные дома вот эти вот, сейчас не знаю, есть они такие еще или нет, и как-то между бревнами, что ли, вот вытираете, то есть как моете, чистите, то есть, ну, притом, опять же, в этом же домике так называемом. То есть это для меня больше, что вы в своей среде вот будете там марафет наводить, убираться, лишнее убирать. И сейчас показали большое одеяло, запакованное, перевязанное ленточкой. То есть для меня это тоже как подарки какие-то получать будете. То есть такие подарки, которые нужны в доме.
Какой-то интересный скачок такой был. Показали, знаете что? Показали цыганские юбки. И вот как цыгане идут по улице и вот песни распевают. Празднество какое-то. Можете на празднество попасть на какое-то. Сейчас. Так, смотрите, взвешивайте все тоже, что у вас происходит на этой недельке. В особенности 5 начала недели. Присматривайтесь к нему. То есть, потому что начало недели вас будут показывать такие знаки судьбы, где вот куда идти дальше, что делать. То есть, ну, вот такие вот вещи. То есть, насколько у вас все будет получаться. Это одно. Следующее. У вас очень хороша эта неделя, связанная. То есть вы будете все успевать в смысле того, что здесь идет как творческое развитие. То есть если вы каким-то хобби занимаетесь, да, то есть вот здесь прям будет одно за одним идти, будет вот эта муза приходить и все остальное. Но вообще в неделе, то есть сами по себе вы будете отстраняться от людей. То есть будет идет такое, что вы ходите как специально фрайвилиги, то есть это, девочки, жду подсказку, фрайвилlig, как, пишите кто-нибудь быстренько. Короче, как, добровольное. Вот, спасибо, Наташа. В добровольное одиночество как бы, да. То есть вы будете от всех отстраняться для того, чтобы опять же все пересмотреть, там свои вот эти все вещи, которые у вас там происходят, и для того, чтобы сделать какое-то новое начинание, то есть сделать шаг вперед. Дальше. Тельцы. Смотрите, то есть еще на этой неделе что вы можете делать? То есть планировать какие-то поездки, притом поездки довольно дальние. То есть это может быть планирование отпусков, это может быть планирование куда-то там к друзьям съездить. Вот, то есть, ну, здесь идет еще и родное гнездо. Так, теперь будьте поаккуратнее в семье, возможны ссоры, то есть небольшие ссоры, и связаны они больше с получением бумаг. То есть для меня это вот как вот счет пришел какой-то, давайте поругаемся, называется, да, почему он вообще пришел. То есть обвинять всех вокруг. То есть вот такие вот вещи. Конец недели все равно спокойный у нас идет. Здесь, кстати, удача весьма неплохая будет приходить, но она спокойная. То есть нету вот такого, что вы там выиграете миллион или что-то в этом роде. Нет, вот именно такой, ну, баланс, спокойствие, там можно что-то поделать и будет получаться. Советы от рун для тельцов. Так. Хотите, совет от рун. Хотите достичь больших целей, пересмотрите свою жизнь и внесите в нее изменения. То есть вам прям пересмотреть, притом глобально это надо. Понимаете? Теперь еще такой момент интересный. То есть вам надо будет научиться отделяться очень жестко от того, что вам мешает. То есть, как говорится, знаете, этот огненный меч показали, огненным мечом разрубать все и убирать, короче, как говорится. Вот такое вот. То есть, и самое, то есть, что вам нельзя делать, это сидеть без цели на данный момент. То есть, поэтому сегодня все рисуем цели. Срочно. Финансы. Здесь двойной подъем идет. Один небольшой, это прям с начала недели, то есть как будто вот с этой недели начинается, и вот он есть еще в понедельник, как говорится. А потом это у нас четверг идет, тоже подъемчик такой хорошенький, то есть там нормально. Здоровье. Поясница. Первая поясница и ноги. Вот ноги прям потираете, то есть как болят. Слушайте, на этой неделе, возможно, знаете, какие вещи не очень приятные? Это вот как ячмень вылез, вот такой, пока глаза припухшие. Для меня прям вот они такие красные. То есть я не говорю там о том, чтобы там плакаться или что-то, да, то есть, а больше вот для меня как ячмени вылазят. И голова, опять голова, то есть прям боль резкая. Мгм. И теперь смотрим оракул для вас. Так, у вас на этой неделе тоже весьма все неплохо. Смотрите, в каком смысле? С одной стороны.
Это у нас, во-первых, вы будете рваться вперед, то есть у вас будет желание что-то двигаться, вы хорошо цели будете, значит, ставить. Двигаться – это одно. Следующее – это открытие потенциала. То есть этот потенциал у нас в основном играет роль в каких-то там делах творческих, вот таких вот. И последнее, то есть вам надо будет оглянуться. Здесь надо будет оглянуться назад, чтобы до конца найти себя. То есть опять переработать какое-то прошлое определенное, да, для того, чтобы понять, что вы хотите. То есть вот такой, но аккуратно всегда это делайте, то есть не лезьте, не ищите там внутренних детей или еще что-то. Окей, дальше, близнецы. Близнецы, а вы у меня как над книжками сидите, то есть как тетради, книжки перелистываете, что-то записываете, понимаете, как изучаете. Ждите чего-то необычного. Сказали такое кота в мешке, да, то есть это чего-то необычного можете получить. Какой-то, ну, подарок, не подарок, я не знаю, что это, как это назвать, но именно того, что вы не знаете, но вы получаете это. То есть вы, неизвестность какая-то есть, но в принципе для меня. То есть там весьма все неплохо. Запах травы почему-то идет. А, э, Травы, которая зеленая, да, травка. Запах пошел такой. А, Слушайте, ну, это, наверное, вообще глупость какая-то. То есть, потому что говорят, что надо будете выбирать какие-то запахи. То есть это больше это для меня не парфюмы, то есть не духи, а больше вот как запах, знаете, когда дома вот что-то вот, там свечки какие-то, вот такой вот. И именно запах вот этой скошенной травы. Дальше идем. Смотрите, у вас здесь, то есть вы будете принимать для себя определенные решения, связанные больше с личной жизнью. Хотите вы там отделиться от партнеров, либо нет. Тут такой интересный момент идет. Это будет в начале недели. То есть, ну там больше так, знаете, это мысли как крутятся, как говорится. Вот, это одно. Следующее, то есть где-то к середине недели начнутся разговоры, много очень разговоров. То есть с людьми постоянно какие-то встречи, вы будете все время заняты, постоянно кто-то будет вас дергать. Это следующее. И смотрите, в конце недели будет четкое принятие решения, но решение будет положительное, связанное с вами, то есть о том, что как гармонию в себе находите. То есть вы как будто новый путь, двери открываете новые, понимаете, как начинаете двигаться, притом сильно очень. Так, еще на этой неделе погружение в работу с головой просто-напросто. Вот здесь и будете слышать разговоры, будете слышать какие-то сплетни, то есть притом ревностные, то есть кто-то будет рассказывать о вас, о том, что вы ходите куда-то на сторону, ну, что-то придумывает. Короче, здесь идет очень много вранья, именно связанное с сплетнями по вашему поводу. Вот, то есть вы это будете слышать все прекрасно, то есть до вас сразу же это все донесут, как ни странно. То есть, конечно, это не очень хорошо, но все таки сразу донесут. То есть и будут разговоры с людьми о том, чтобы разорвать какие-то связи. То есть, опять же, тем, кто, наверно, сплетниками, так бы сказала. Советы от рун. Так, что бы ни происходило, то есть как бы вас ни поливали грязью и ложью, смотрите, здесь идет такое, что, закон, скажем так, закон, да, вот так вот, то есть на вашей стороне, то есть вы все делаете правильно. И вам еще надо на этой неделе как можно больше заниматься креативностью тоже, уйти как бы в это, то есть чтобы вам было интересно. Стоять на месте вообще определенно нельзя, тоже нужно двигаться постоянно, что-то искать себя, то есть не уходить в думки лишний раз. Финансы. У вас достаточно ровная неделька, там идет небольшой всплеск в конце недели. Но так неделя для меня практически ровная, то есть не вижу никаких больших затрат, то есть все так хорошо. Так, здоровье. Желудок сразу начинает болеть, то есть тянет вниз.
Так, еще смотрите, головная боль, но для меня головная боль больше вызвана какими-то, как слезы, что ли. Не то, что на взрыв будете плакать, но для меня вот глаза как текут, бывают, и головная боль. Ну, может быть, и гриппозное состояние, потому что такие тоже бывают состояния. Так, и теперь оракул. Тоже хаотичная немножко неделька. Так, смотрите, во-первых, да, то есть вы все равно будете песни своей жизни своей петь. Ой, у меня тикток не видите, да, так называемый. Но у вас где-то сейчас на данный момент, я бы сказала так, болит душа по-простому. То есть здесь, чтобы от этого избавиться, здесь для меня больше как советы дают. Больше обращайтесь к высшим силам. То есть именно чтобы там к родовым, вот к таким вот существам, не существам, но к таким вещам, да, чтобы вам помогали выходить из этих ситуаций. Раки. Сразу коробки показали. То есть это и как посылки, как открываете, да, и потом тут же перескакивает, показ как запаковываете. То есть именно коробки. Там картошку жарит, а. Сейчас. Так, теперь показали, что вы как, со стен снимаете, то есть, портреты там, либо картины какие-то, для меня больше как портреты идут, и меняете. То есть вот, кстати, забеливаете, а потом что-то другое вешаете. Сейчас, секундочку. Девочки, походу, на этой неделе будут заниматься, для меня пока брови красят, да, то есть это именно, красотой будут заниматься. Такого больше ничего нет. Ну, посмотрим. Сейчас по ходу действия все равно что то показывают всегда. Так, раки. Что тут еще интересненького? Нормально все. Каждый раз вытягиваю, думаю, что сейчас будет. Так, смотрите, то есть, неделя у вас такая, что, в принципе, идет нормально, достаточно спокойно, равновесие есть, но время от времени вас со стороны будут сбивать. То есть люди какие-то будут вас все время там ковырять, да, как заноза, как говорится, которую не мешало бы вырвать, но на данный момент невозможно. Где-то в середине недели тут очень хорошо, если вы начнете заниматься серьезными делами, то есть организацией какой-то, к примеру, там поездками, то есть, на будущее, какими-то вот поездками, там переездами, все что угодно. Конец недели дайте время себе, то есть дайте время пересмотреть все, что у вас происходит. И у вас еще такое состояние будет, для меня это почему-то где-то пятница, вот где-то вечер, такой вечер показали. Когда будет такое ощущение, что я никому не нужен, надо пострадать немножко, понимаете? Здесь это совершенно не так, то есть к утру пройдет. Я бы еще это так назвала, потому что идет, в принципе, у вас ничего плохого нету, а вы как себе какую-то ситуацию хотите придумать, то есть где можно пострадать немножко. Так, что еще у вас тут? Да, смотрите, неделя такая, что можете тоже, да, планировать действительно поездки, притом хорошие достаточно. Это одно. Плюс на этой неделе вы можете, я бы сказала, так где-то к середине недели, как ни странно, познакомиться с человеком, который с вами дальше по судьбе пойдет. Ну, что не странно, как ни странно. Должно быть так. То есть это может быть не только личное что-то, это могут быть друзья какие-то, да, то есть либо знакомые, с которыми вы действительно потом очень долго будете общаться. Конец недели прекрасен, если вы что-то хотите поменять в работе. То есть тут открываются для вас все двери. Пожалуйста, творите, что вы творяете, что хотите. Здесь все отлично. Руны. Так, не пытайте к себе чувство жалости. То есть потому что у вас тут идет такое, что вы будете растрачивать силы свои на то, что вы будете жалеть себя. То есть вот этого нельзя ни в коем случае делать. Тут сама по себе высшая сила, она рядом с вами находится. Вы почему просто не замечаете какие-то вещи такие. То есть
Понаблюдайте. Всегда я говорю, наблюдайте на все на подносе, преподносят, только вот возьми и делай, как говорится, да, то есть принимай решение. Финансы для раков. Так, вот вам надо быть поаккуратнее. Это у нас среда, четверг. Там может быть такие растраты довольно-таки. Для меня говорят штрафы. То есть могут быть такое, что поаккуратнее, чтобы там не штрафанули вас нигде. А потом идет ровно. То есть дохода я такого прям что-то грандиозного нет, не вижу. Достаточно ровно. Вот растраты могут быть. Здоровье. Ам, Поясница, радикулит. По-моему, радикулит называется. То есть прям схватывает одну сторону. Воспалительные процессы. То есть это у нас лимфы, гланды. И у вас, что еще показывает, что как пальцы ударяете, знаете, как руками машете, вот как там то об стенку, то об косяк, то еще что-то, вот как пальцы ударяете. Так что здесь будьте тоже осторожней. Так, и смотрим теперь оракул для вас. Ну, раки это любят назад оглядываться. Смотрите, то есть идет такое, что вы будете пытаться оглядываться назад на этой неделе. То есть все время будете наблюдать. И будете для меня, как, знаете, пытаться вернуть прошлое время. Здесь будьте поосторожнее, потому что в обычности прошлое время возвращают, если вы страдаете по бывшей любви какой-то. То есть и пытаетесь потом связаться с человеком или что-то. То есть этого нельзя делать ни в коем случае. Если у вас будут определенные проблемы, как раз вот выйти из этого состояния, то есть ваши друзья всегда будут протягивать вам руку, то есть не бойтесь спрашивать помощи. Львы. Неделя такая хаотично-ленивая, как ни странно. То есть вы тут как вначале вы как через силу ногу поднимаете, как начинаете двигаться, вот так раскачиваете себя, понимаете, показывают, еще показывают эту вот детскую лошадку деревянную, которая качается, как качалка, да, то есть это вот вы вот на месте качаетесь, раскачиваете, уговариваете себя, чтобы что-то сделать, вот такие вот движения. А вот конец недели там прям рывки. То есть вы как начинаете слазить с этой качалки, как говорится, да, и начинаете бежать вперед, то есть там вперед идете. Теперь интересный момент. Показали елочную игрушку. Но это не то, что там елку разбираете, да, а для меня елочная игрушка яркая такая, ярко-красная, прямо вы как ее рассматриваете. То есть это какие-то приятности, то есть что-то приятное, что-то красивое, что у вас будет, вы будете держать в руках. Это может быть, конечно, и в переносном смысле, но вот прям такое явное все. То есть какая-то небольшая вещица, которую рассматривать. Сейчас, секунду. Еще сказали, тоже ждите на этой неделе интересного предложения. То есть как будто кто-то вот за вас ухватится. То есть вот показывает, что вы двигаетесь вперед, да, и человек как будто вас в сторону отводит, притом показывает совершенно другую дорогу. Там, а мне другую дорогу, знаете, что показали? Показали цветочное поле огромное. Опять же, может быть, двояко, что личная жизнь будет меняться, потому что настолько яркие цвета, то есть там вообще Иван-чай показывают, кстати, что-то. Ну, то есть вот яркие цвета, и вам как пытаются простор показать, понимаете, что вот больше как и задействовано может быть, чем вы вот сейчас делаете. Вы как для меня показываете, как между стен идете узко, а тут прям открытие идет. Так что что-то интересное тоже будет. Сейчас. Одну секунду.
Так, львы, на этой неделе возможны даже судьбоносные встречи, притом серьезные. То есть здесь как могут именно с личным связано, то, но еще и говорится о том, то есть как личная судьбоносная встреча, вероятность очень большая, так и все, что связано, опять же, с работой. То есть вот, человек, который вы там вас шо взлетите, то есть как толкнет вас наверх, как говорится. Теперь смотрите, будьте поаккуратнее, это у нас где-то четверг. Там возможно, что вам кто-то попытается гадость сделать. То есть здесь вот такое наличие негативчика на четверг. То есть гадость сделать, то есть будьте здесь поосторожнее. Так вот, то есть сама неделя довольно такая яркая, потому что будет много эмоций. То есть здесь не то, что отрицательные какие-то, для меня больше положительных эмоций, то есть ярких. Когда опять же надо будет рваться вперед, двигаться вперед. Так. Это раскачка в начале недели, все время показываю. То есть в начале недели раскачка, вам кажется, столько препятствий, какие-то мысли себе накручиваете, хотя дороги все открыты, ради бога, как говорится, скачите. Но если вот эти тяжело делаем шаги. Опять середины недели, наоборот, начинается резкая тут удача на вашей стороне, тут вот эти вот могут быть встречи личного характера, то есть достаточно такие яркие, что там чуть ли не в любовь сразу начинается, да, вот это вот. А в конце недели, то есть есть такой, опять же, тот же самый расклад, в принципе, только я говорю на Ленорман, что, возможно, кто-то вам гадость подставит, то есть, возможно, какая-то ссора будет небольшая. Это вот четверг, скорее всего, опять же, четверг, все время говорят. Вот, но конец недели, само открытие всех дверей, то есть здесь свобода действия, свобода выбора и очень яркая, то есть хорошая неделя для львов. Советы от Рун. Советы от Рун. Через силу делайте шаги, то есть не давайте себе замерзнуть, то есть покрыться инеем, не плесенью, инеем, покрыться именем. То есть зажигайте в себе опять эту креативность, зажигайте в себе этот огонь. Тогда у вас будут победы такие, какие вам то даже не снились. Вот тут просто все идеально. Опять же, через силу, львы. Встала и пошла. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, финансы. Смотрите, здесь у нас идет так, неделя сама по себе ровненькая, но в конце идет, то есть идет такое, что где-то у нас на пятницу идет подъемчик, потом резкий как сброс, то есть вот, скажем так, пятница подъем, суббота сброс, да, и потом воскресенье подъем опять, то есть у вас как такое вот, то есть, а сама неделя ровная достаточно. Так, здоровье, спина болит, потом верхняя часть хондроз, голова. Такой, это не мигрень, это просто вот головные боли. И, для меня ноги устают, прям усталость в ногах. Кстати, еще перепады температуры, то есть не давление, а именно температуры. То в жар, то в холод. То есть это вот, может быть, какие-то тоже к гриппу ближе, вот, ну, что такое. Так, смотрим теперь оракул для вас. Чему быть, тому не виноват. То есть у вас события, которые будут происходить, то есть они вот, ну, по судьбе, как бы так. То есть на этой неделе будут серьезные достаточно события происходить. Тоже наблюдайте, пожалуйста, не упустите свои шансы. Почему? Потому что приходит сила мощнейшая, когда вы будете, как говорится, вперед рваться. Как я сказала, там кто-то будет пытаться вас поднять. Это. И плюс еще, то есть здесь очень много будет с людьми связано. То есть как дружба, общение, знакомство. То есть тоже все это будет на этой неделе происходить. Дальше идем. Следующее. Девы. Лия, да. Еще как. Девы. Девы, так, работу пока я такую грандиозную какую-никакую не вижу, да, а здесь больше показывают для меня жалюзи моете.
То есть вот как вот, знаете, как после зимы, да, пытаетесь там отмыть, пытаетесь убрать что-то, вот такие вот вещи. То есть как бы, знаете, то, что работу не делают каждый день. А, приятности, то есть букетики какие-то, то есть у меня парфюмчики, бутылочки, то есть как подарки идут. И смотрите, то есть у вас еще на этой неделе мне показывают, знаете, как красивые, вот для кухни, например, какой-то красивый, не то что декорация, а, например, масла, да, то есть покупаете красивые бутылочки с маслами, как расставляете, понимаете, как будто вот это вот вам не хватает не то что чего-то нового, а какой-то эстетики, то есть вы будете это вносить, понимаете, вот это все будете пытаться вносить. Все, пока сейчас смотрим на картах. Так, смотрите, то есть, на понедельник не смотрите, понедельник немножко сложноватый будет, да, ну так. Вот, а потом у вас идет, наоборот, подъем, притом появляется легкость, радость от получения подарочков идет, то есть это одно. Легко достаточно все будет даваться, плюс гармония с самим собой, то есть это тоже прекрасно. Ситуацию на этой неделе держите все в руках своих, плюс у вас, возможно, поездки, весьма интересные поездки, которые вам тоже принесут новые впечатления, новые знакомства, новые раскрытия. То есть недельечка, понедельник откидываем, все остальное идеально. Дальше, девы. Так, опять же, понедельник откидываем, потому что что-то вы тут и сами себя будете накручивать. Зато потом идет приход силы. Повторяю опять то же самое. Да? Приход силы– это одно, спокойствие внутреннее, легко все дается, удача на вашей стороне. Где-то в пятницу может быть какая-то мелочь там, то есть какая-то вот там споры, ссоры, я не скажу, то есть, ну, как-то там такое, осадочек какой-то. Вот, а потом, блин, пинком все открываете. То есть опять тоже двери открываются, то есть удачно все в отношениях, все в чувствах, там прям подъем такой, ого-го. То есть девы, у вас все зашибись. Вот вам я это скажу. Теперь смотрим совет от рун. Так, совет от рун. Постарайтесь на этой неделе как можно тратить меньше своих денег. Именно своих. То есть не загоняйте сами себя в какие-то ямы. То есть не будьте обязаны другим. То есть в каком смысле? Здесь идет такое, как вот знаете, когда люди себе вам подарочки дают, да, так хочется назад что-то в ответ дать. То есть не делайте этого. Ни в коем случае. То есть здесь вот такой, не тратьте свои деньги на этой неделе. То есть очень просто все. Просто картинку еще до конца показали, что вы как взамен хотите что-то дать. Финансы. У вас на вторник небольшой такой всплеск, то есть эмоций притом, да, эмоций и, скорее всего, денежный. Там есть такое. И среда тоже такое же. В конце недели тоже возможен небольшой такой всплеск. То есть там совсем немножко. Не вижу такой прям доход какой-то бешеный. Так, и теперь здоровье. Вы на этой неделе будете все время цепляться. То есть, знаете, для меня как то локтем ударились, да, то есть где-то сережка, у кого серьги носят, где-то зацепились, понимаете, вот такие вот какие-то вещи. И спина тоже вот она для меня, вот если б человек долго либо стоял, либо сидел, то есть прям вот как онимает всё, хочется размяться. На желудок еще обратите внимание, тоже есть какая-то ерунда. Так, смотрим теперь оракул. Так,
Ну, во-первых, да, то есть у вас на этой неделе вы будете наполняться. То есть здесь все хорошо. Не просто наполняться, вы будете наполняться большой силой. То есть будет энергия, будет сила, будет все, да. При этом, смотрите, вот эта вот карта вообще отвечает за то, что будете где-то в думке, переживания за других людей впадать. Я могу это предположить, но у меня почему-то вы как будто отворачиваетесь, то есть хотите уйти от ситуации, которая происходит вокруг. То есть, ну, уйти в тенек, как говорится, и просто не реагировать. То есть вы у меня вот эту роль играете. Не реагировать на то, что там кто-то жалуется, кто-то плачется и все остальное. То есть просто уходите. Весы. Смотрим. Так, весы, у вас идет подготовка. Для меня, знаете, что делать? Для меня как человек пиджак чистит. То есть вот как подготовка к чему-то, да, то есть вот подготовка там к выходу куда-то. Вычищаете, кстати, шкаф, что-то вы достаете прям вешалки, шкаф, смотрите назад, вешаете, то есть как примеряете. Идет переживание за деньги. В голове все время, доллар, доллар. То есть именно переживания за финансы идут. И еще, смотрите, будете себя для меня, я так понимаю, что отвлекать, знаете, что показали? Это когда гладильную доску покупают новые вот это вот полотно и как перетягиваете. Для меня это идет просто вот чем-то заняться, вот, для того, чтобы себя от каких-то мыслей отвлечь. Так, смотрим теперь по картам. Добрый вечер, кто у меня заходит. Джамиля, я похожа на ту, которая носит, хиджаб? Там целая куча видео, можете посмотреть, там и в ТикТоке видела. Так, для вас весы. То есть вы будете уходить у меня тоже в творчество. Будет, кстати, движников будет очень много, то есть передвижений будет. Страх за финансы тоже, то есть за потерю определенных финансов, да, есть. Теперь смотрите, еще, то есть здесь идет у нас эзотерическая творческая работа, тоже на начало недели вы прям будете как интенсивно в это пытаться уйти, то есть разрешить какие-то задачи свои. Следующее, то есть вот как я сказала, да, немножко так за финансы будете переживать, не накручивайте себя там, где не надо. Здесь то же самое идет накрутка, потому что все в принципе хорошо, но вас выбивает там, свои мысли вас выбивают из среды. Вот дальше, смотрите, еще вам нельзя на этой неделе, в особенности тоже в конце недели, делать официальные дела, то есть ни в коем случае отложите на потом. Будет затянуто, то есть если вы хотите какие-то заявления куда-то нести или что-то, то есть можете забыть, потому что будет потом ситуация очень затянута. Это не время для этого. Дальше. Что там весы в думках, прям вы у меня накручиваете себя. Так, смотрите, следующее. То есть, вообще эта неделя будет интересна тем, что у вас, во-первых, будет, да, много приходить различных сообщений, будете постоянно где-то вот там зависать, я не знаю, в соцсетях или что-то, но постоянно какие-то будут известия. Это одно. Следующее, смотрите, то есть здесь идет такое, что, возможно, со стороны выплески ревности, что вас могут начать ревновать, и вас это будет выбешивать тоже такое раздражение возможно. А вот конец недели здесь идет интересным тем, что вот, встречи, разговоры, общение, то есть новые начинания, познания новые, то есть здесь тоже в полном наборе. Неделя тоже такая, знаете, интенсивная, то есть много всего будет происходить за раз, то есть не будет затянутая. Советы от рун для весов. Не пытайтесь начать новые дела, связанные у нас с тем, чтобы продвигать свой там бизнес или что-то в этом роде. То есть здесь пока нельзя. То есть не готовы вы к этому, потому что не все дела разобраны, не все поразложено по полочкам. То есть не все еще у нас в порядке, как говорится. Да? То есть это надо подождать. Плюс еще, смотрите, не переживайте за то, что у вас происходит дома, там все встанет на свои места. За домашние каких-то там дела или что-то, не переживайте. Финансы.
достаточно ровно. Небольшой там идет, где-то растраты у нас идут на четверг, вот в этом районе. То есть четверг там, ну, они небольшие, эти растраты. Подъем идет больше дальше туда. То есть это у нас конец недели. То есть вот в эту сторону. А так ровненько. Ну, то есть... Ага, спасибо. Ой, я уже и забыла, ты же у меня тоже весы. Да, готовимся. Готовимся к матриксу, к семинару на следующей неделе. Так, и теперь смотрим оракул для вас. А, я здоровье сказала? Нет, не сказала. Смотрим, это забуду еще, тоже здесь. Так, здоровье. Вы тоже у меня пока прикусывать так больно щеку, прямо щека у меня заболела. Так вот. Здесь прикусывание идет. Ноги, колени. Сейчас, секундочку. Голова так нудит. Такое нудное состояние какое-то, то есть как тянет. Но вообще, то есть я ничего такого не вижу. Как ни странно, немножко другое показали. Показали энергию в руках. То есть как вот все время руки горят. Такое. Мгм. Больше ничего. Нет, правая сторона. То есть это для меня больше как печень, что ли. То есть она может где-то там сбой давать какой-то. Поаккуратнее с тем, что вы кушаете. Так, и смотрим теперь оракул. Так, смотрите, то есть у вас неделя все равно будет такая прорывная, да, но будьте аккуратнее, потому что будет очень много соблазнов. То есть уйти в какую-то сторону. Кто-то будет вас пытаться соблазнить. В хорошем смысле слова, возможно, в не очень. То есть для меня это личные отношения, это в хорошем смысле слова. То, что финансы пытаться могут вытянуть, здесь это в плохом. То есть чтобы вы понимали, что для меня что. Но смотрите, само по себе неделя, она у вас самореализации, то есть и притом такой яркой достаточно. То есть это новые познания, это самореализация, вот эти вот вещи. Хорошо, все отлично, не все так страшно. Следующий идем. Скорпионы. Слышен звук, как человек клацает, когда по клавиатуре. Все время надо будет что-то решить. То есть все время надо будет кому-то писать. То есть для меня, как вот Эмили, да, это письма, когда пишут через компьютер, вот это вот все. То есть прям суета в этом плане. Теперь дальше, следующий момент показали для меня как духовка. Открываете духовку, да, и как стекло снимаете, то есть вымываете. Опять же, где-то в каких-то местах, как будете вот вымывать грязь, которую там, я не знаю, год не делали. И пошел очень вкусный запах пирога. Яблочный, что ли. Наверное, кого-то поймала. Кто у нас там яблочный сегодня пирог стряпает? Еще показали такой момент, то есть это действительно выгребание будет на этой неделе, потому что показывают, знаете, когда там диваны отодвигают, там кровати отодвигают, все вот это вот вымывают, чистят, ну вот такую вот вещь. Иринка, спасибо огромное. И сейчас смотрим, что у нас, ну, как открылись по картам. Так, будет процесс освобождения от ненужного. Вот, пожалуйста, порядок вам, как говорится, да, наводить. То есть в начале недели у вас прям рьяное такое состояние, то есть все вычистить, все убрать, там, понимаете, хоть и нет там сил, нет энергии, но все равно буду делать. Вот такие вот вещи. К середине недели, то есть здесь уйдет такая уверенность в себе, хорошо, крепко, хорошо стоите на ногах, вот прям знаете, куда вам нужно, то есть здесь все просчет, расчет, да. И еще идет такое, что вы как отворачиваетесь от людей, которые вас просто-напросто там все время тянут вниз, то есть те, которых вы долго очень ждали там, ой, вернее, тянули, извиняюсь, очень долго там тянули за собой, то есть вы как освобождаетесь от них, то есть люди остаются в пустоте без вас, то есть решения будут приниматься серьезные.
Так, дальше, скорпиончики, что еще тут? Дома будете точно марафет наводить. Выгребать будете все ненужное. Вот. Теперь смотрите, то есть это вот в начале недели у вас идет такое, что вы находитесь дома, выгребаете все ненужное, то есть весь мусор, да, уставший, не уставший после работы, но вот прям вам хочется. Вот это все, как бы, чтобы ровность была, какой-то баланс, то есть через это вы будете этот баланс находить. Середина недели– время знаний, то есть середина недели познаний и открытия каких-то серьезных тайн, что от вас прячется. Конец недели, здесь у нас идет такое, что вы все равно принимаете для себя серьезное решение, хоть и давно к нему шли, то есть, но это решение будет принято только сейчас. И вот, как я уже сказала, это больше для меня освобождение от людей, которые вас тянули назад. Советы от рун. Советы от рун. Будьте более открыты, то есть вот это одно, да, следующее. Наведите порядок, орнум принести, то есть в свою жизнь, не только вот внешнюю сторону, но и наведите, пожалуйста, порядок в своей жизни внутри, проанализируйте все и рационально расположите. То есть тогда у вас будет получаться, тогда у вас гармония идет, то есть внутренняя гармония, то есть внешнее, внутреннее, и то, и другое. И освобождение от ненужного негатива, то есть все хорошо. Кстати, здесь еще такой момент, да не бойтесь быть одинокими, потому что, ну, просто стоит, я хочу это сказать. Финансы. Жетон скорпионов слишком ровно, то есть я никаких сбоев не вижу, слава богу, но и подъемов никаких больших не вижу, то есть достаточно ровно все. Ни возвратов, ничего, то есть прям вот у вас слишком ровненько. Все равно что-то должно быть. Сори. Дальше. Здоровье. Тоже по ногам хлопают, притом по коленям хлопают. То есть это значит, с коленями возможны проблемы. И у вас возможно падение. То есть вот как раз вот колени, потом показали, как падаете на колени. То есть вот здесь могут быть спотыкания какие-то, то есть такие вот вещи. Поаккуратнее здесь будьте. Смотрите под ноги. Сердце колотится, то есть сердечком возможны тоже проблемы. И вот смотрите, так сердце колотится, когда перебор сахара бывает. То есть когда вот выплескивание такое происходит, да, поэтому очень контролируйте, что вы на этой неделе тоже кушаете, что вы берете в себя, как говорится. Так, и смотрим теперь оракул для скорпионов. Так, ну вот, пожалуйста, да, что и следовало ожидать. Пожалуйста, то есть не перегружайте себя, потому что вы прям себя загрузите. Будете тащить на себе, будете делать там что-то постоянно, но все равно будьте аккуратнее. Следующее, то есть смотрите, вот убираете вот этот хаос из вашей жизни. У вас, в принципе, вы довольно сильные, то есть вы можете все. Но как-то вот это состояние хаотичное, оно у вас сейчас присутствует. То есть надо вот вычистить, разложить все по полочкам. Тогда у вас происходит рост, то есть рассвет, рост, весна. Такое. Дальше. Стрельцы. Смотрим. Макраме вяжете, сплетаете, нити сплетаете между собой. Опять же, для меня это двоякое. То есть, с одной стороны, вы действительно можете кто-то там ниточки плести, да, а с другой стороны, для меня, знаете, это когда людей в кучу, не в кучу собирают, а разных, потому что нити разные по цвету. То есть это людей как вот притягивают и в одну эту плетут. Ну, как собирают, как говорится, я бы сказала, не в кучу, но все-таки, чтобы они как бы параллельно работали, вместе шли. Ждите на этой неделе встречи интересные. Там люди
То есть притом они для меня, как бы, я бы сказала, долгожданные встречи. Знаете, когда вот кто-то как будто обещал: "Да, я там с тобой встречусь", и всё, и тут вот это вот приход идет. Сейчас. Сейчас. Так, смотрите, еще показывают. Я рассказываю сейчас картинку, да, то есть показывают, как Аленушка сидит, а братец Иванушек, козленочек, да, скачет. То есть это туда-сюда. То есть вы как с нисхождением будете наблюдать за ситуациями, которые происходят. Понимаете? То есть вот это вот. То есть на людей будете наблюдать. Ну, типа такой: дурачок, скачет туда-сюда. Понимаете? Вот это вот. Дальше смотрим, что еще по картам. Так, смотрите, то есть, тоже говорят о том, что на этой неделе возможны встречи, те, которые вы действительно ждете. То есть вот эти встречи возможны, очень даже неплохо. Немножко есть неуверенность в начале недели, неуверенность в себе, да, но она очень быстро проходит у вас. То есть вы как берете все спокойно в свои руки и опять встаете на ноги, то есть переворачиваетесь так, как надо. Конец недели, у вас доход весьма неплохой может быть, и также, опять же, радость от встреч. То есть у вас прям встречи, встречи, встречи на этой неделе. То есть как, опять же, вот как люди постоянно появляются. Плюс еще на этой неделе, стрельцы, можете заниматься своими делами, можете в смысле того, что открывать какой-то бизнес, развивать его, то есть раскрывать больше. В этом плане у вас по бизнесу все пойдет хорошо, по работе, по бизнесу отлично все. Мэри, спасибо, моя хорошая. Дальше. Что еще? Да, работа будет, то есть людей сплетать будете. Притом где-то даже мирить будете, либо выстраивать их, то есть как бы каждому свое положение будете давать. В середине недели встреча. Опять же, то же самое говорят. Встреча в вашем доме, то есть встреча с личными какими-то отношениями. В конце недели встреча с людьми, которые больше вот с делами связаны, разговоры и открытие нового. То есть, опять же, новые двери пинком открываете. Все хорошо. Плюс вы еще на этой неделе будете выбирать новые дороги, то есть как бы дополнять себе что-то, что вам будет интересно, да, то есть вот увеличивать свое. Советы от рун. Так, советы от рун. Если кто-то попытается с вами связаться и захочет там пойти попить кофе, либо поговорить, да, пожалуйста, не отказывайтесь от этого, не думайте о том, что слишком много сил надо будет потратить на вот эту вот там разговоры те же самые. То есть вам наоборот, надо здесь, чтобы найти гармонию в себе, либо найти новые бицинг, новые отношения какие-то, новые отношения, то есть вам нужно что сделать? То есть пойти на встречи, которые вам предлагают. То есть это такой здесь совет почему-то такой. У нас же не все сидят не женатые, не замужние. Я не знаю, почему такое было дано. Наверное, кому-то он очень необходим. Так, финансы. Среда, подъемчик идет, и потом у меня показывают там 2. Среда прям такой доход, и потом четверг показывает доход. Кстати, в начале недели там, наоборот, расход. То есть где-то понедельник, вторник там прям придется как выложиться, да, то есть надо что-то вот потратиться придется. Здоровье. Головная боль, прям виски бьет. Десна, как воспаленные, что ли, я бы так сказала, как воспалительный какой-то процесс. Щитовидка будет на этой неделе сбой давать. Светочка, спасибо, моя хорошая. То есть для меня идет вот эта вот вибрация, да, как щитовидки. И тяжело дышать. Это с легкими может быть тоже что-то. Окей. Оракул.
Ждите большой и светлой любви на этой неделе. Смотрите, то есть состояние любви, когда вас окутывают, когда вам тепло, хорошо от этого всего, то есть это как раз для меня вот это вот любовь. Теперь следующее, смотрите, будете пожинать на этой неделе плоды своих дел. Хорошие получите хорошее. То есть сделали что-то хорошее, получите. Плохое знаете. И карма достаточно быстро прилетает. Но здесь идет, что вы действительно получите дом полная чаша, да, то есть изобилие. Опять же, изобилие мы часто путаем. Изобилие это не значит, что вам деньги на голову упадут. Изобилие говорит о том, что вам хорошо. То есть, что у вас полный дом, что у вас прям все так, как надо разложено по полочкам, все отлично. Так что все у вас отлично, стрельцы. Хорошо. Идем дальше. Я обожаю эти кружки. Столько воды влазит туда. Козероги. Добрались до вас, мои козерожки. Ух, вас, походу, на этой неделе будет прям нести. Вы как ураган будете, то есть, потому что для меня огромный ураган прям, да, и сносите, никого не видите вокруг, просто-напросто вот сносите. То есть вас кто-то выбесит, кто-то очень сильно разозлит. Притом захватит, походу, тут полстраны, как говорится. Следующий теперь скачок, то есть надо будет быстро-быстро куда-то собираться. Для меня как поездка, то есть вы собираетесь очень быстро, как неожиданный такой. И сейчас просто показали ребенок шкодный, картинка такая, да, шкодный, который рисует на белых стенках. То есть, вы как со стороны стоите. Это ждите какой-то вот такой вот интересный тоже моментик. Какая-то шкода такая, что-то натворит. Вы будете просто вот стоять и думать: "Боже, что происходит?" Понимаете? Вот какое-то такое вот состояние. Но я думаю, вы меня понимаете, что я имею в виду. Ну, а у того, у кого дети, смотрите, чтобы они вам стены не разрисовали. Так, смотрим, что у нас тут по картам. Так, смотрите, то есть здесь идет, что у нас, во-первых, у вас возможно, да, в начале недели возможно такое, что вы там как ураган будете всех сносить, то есть вас действительно выбесят. Но здесь сама неделя по себе, то есть она достаточно успешная. То есть в начале недели вот эта вот заморочка, как говорится, а вот потом в середине недели там идет такой сдвиг очень весьма неплохой. Кстати, смотрите, то есть если вам будет казаться, что вас там трясет от того, что там люди вас довели, вы успокаиваетесь, потому что вы хуже никому не сделаете, только себе, то есть из-за своих нервов. Это одно. А в конце недели у вас идет все легко дается, на подносе дается легко, вот это вот. Но здесь, смотрите, вам не надо будет принимать решения какие-то серьезные, но задумываться о чем-то придется. То есть вам как будут подкидывать какие-то идейки, и вы будете задумываться, нужно это делать или нет. Здесь вот, ну, такой моментик. Дальше. Будьте в себе уверены. Мгм. Здесь просто идет, смотрите, в начале недели, да, есть какая-то заморочка, опять же, повторюсь, да, вот этот ураган и все остальное. То есть так меня поняли. Ссоры, возможно, какие-то такие грандиозные, но еще этот выплеск эмоций даст вам позитив. То есть он как раз даст то, что вот вы выкинете то, что вам не нужно, и будете так со вздохом дальше скакать. Работы будет хватать на этой неделе, сообщений будет очень и очень много, но еще вы можете точно так же вносить, корректиры какие-то, что ли, в свою работу. То есть вы можете здесь предлагать, если вы там, как рабочие идете, предлагать что-то хорошее, вас услышат. То есть какие-то идеи предлагать кому-то тоже можно, если это спокойно в этом плане. В конце недели получите долгожданное известие. Я не знаю от кого, просто здесь стоит, что долгожданное известие. Советы от рун для козерогов.
Не разрушайте все своими вот этими силами. Не надо все разрушать до конца. То есть обдумайте все хорошо. То есть когда будут какие-то ситуации такие, да, обдумайте все хорошо. Не надо сразу рубить с плеча. То есть будьте поаккуратнее здесь. Иначе потом у вас ваше восстановление будет очень тяжелым. Будете где-то даже сожалеть о том, что там все снесли. Финансы. Смотрите, у вас козероги на этой неделе может кто-то прийти взаймы попросить. И притом, знаете, для меня даже как требовать. Вот, я бы сказала, не давайте, потому что идет такое, что рука черная, да, то есть это может забрать, то есть потом не отдать просто-напросто. Эм, вот это вот как раз попросить взаймы, да, оно у меня идет вторник, среда. То есть там нужно быть аккуратнее. А конец недели такой ровненький, там есть небольшой всплеск, но не сказать, что прям что-то огромное. То есть такой всплеск небольшой есть. Здоровье. Э, Тоже головная боль. Я думаю, наверное, что то там выплески опять какие-то будут на этом, на солнце, потому что у всех головная боль. То есть головная боль здесь височная такая идет. Следующее — это у нас вот хондроз, то есть, ну, тоже вы как будете все время пытаться изогнуться. Но по-простому живот будет крутить. То есть желудочно-кишечный тракт, наблюдайте за ним. Так, и смотрим теперь оракул. Так, придется немножко, да, побороться, но за что побороться? За исполнение своих дел, то есть за то, чтобы у вас исполнилось то, что вы себе заложили. И еще, то есть, смотрите, эта неделя будет, то есть, поборитесь, то есть, если там будет такое, что у вас какая-то борьба там, и нужно отступать или нет, надо думать, пожалуйста, не отступайте, потому что здесь идет борьба за исполнение желаний, связанных с этими, с финансовым эквивалентом, то есть с этим. Так что вроде все. Да, все. Так, мои хорошие, на этом все. Прогнозик закончился. Еще раз предупреждаю, да, что я исчезаю со следующей недели на 2 недельки. Видео каждый день в 5:45 выходят новые видео. Коротенькие есть совсем, всякие есть. То есть и каждый день они будут выходить. То есть совсем я с поля зрения не пропаду. Следующий прогноз и через неделю прогноз, то есть либо он в четверг будет на этой неделе, либо он будет в записи выставляться. И также и через неделю, потому что там я тоже буду не в стране находиться, то есть точно так же будет происходить. То есть я сомневаюсь, что у меня получится, либо же я вообще на понедельник перенесу, то есть на 4 число. То есть там будет в зависимости от интернета. Вы знаете, не везде у нас хороший интернет, чтобы вы тоже это знали. И не забываем, что на следующей неделе у нас матрикс, семинар, потом только будет, возможно, через год. Вот первый курс у нас повторение будет. Повторение, либо вот кто еще не был, добро пожаловать. Так что смотрите за рекламой, за всем остальным. Все. Это все. Сначала прощаюсь, как обычно, с ТикТоком, мои хорошие. Хорошего вам вечера, хороших выходных, хорошей недельки. До свидания. И теперь YouTube, мои дорогие, спасибо, что вы всегда со мной, спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, очень и очень рада этому. Хороших вам выходных, давайте, чтобы у вас все получалось, тем более вот сейчас такая у нас. Кстати, еще на следующей неделе будут эфиры обязательно, прогноз на март обязательно будет. И, может быть, я успею еще посиделки сделать, там у меня есть 2 дня. То есть, так что увидимся, до свидания, мои дорогие.